Вязание крючком на мамочкином канале. Я предлагаю вам связать вот такой топ с ажурными рукавчиками. Опять же, я буду рассказывать, как вязать такой топ на любой размер. В принципе, вы можете использовать любую пряжу, которая у вас есть под рукой. Для летних топов я, конечно, рекомендую хлопок любой. Я буду вязать из хлопка Янард Бегония. Это такой средней толщины хлопок, который и красиво блестит, и хорошего метража. Можно быстро связать топ. Но в принципе любого метража, вплоть до 280 метров в 100 граммах Ализе Мисс или пехорка ажурная, можно взять для этого топа. Подбор пряжи вы запросто можете сделать на сайте нашего дружественного интернет-магазина Кудель. Напоминаю, что 15% скидка подписчикам мамочкиного канала. Но после выбора пряжи приступаем к расчету. Поскольку каждый из вас возьмет свою по толщине пряжу и будет вязать на свой размер и следовать этому видео, то в этом видео я должна рассказать, как разместить этот узор, одинаковый для всех, на именно вашем количестве петель, оставленное для плечиков. Даже для тех, кто умеет читать схему, именно этот момент является в этом топе сложным. В результате этого видео вы должны будете получить распределение петель для данного ажурного узора. Схему узора я дам, мы ее будем использовать. С этой схемы нам важно взять вот эту вот основу от регланной линии до регланной линии и разместить этот узор, как я сказала, на наших плечиках. Не бойтесь этого расчета. Если кто-то не уловил и не смог рассчитать на свой размер, не отчаивайтесь, напишите мне всего лишь количество воздушных петель, которые вы получите для рукавчиков. Как их высчитать, я тоже в этом видео скажу. И я помогу вам распределить этот узор на ваши рукавчики. Итак, начинаем вязать такой топ. Этот топ вяжется на основе квадратной кокетки с делением на 4. Кто хочет узнать поподробнее о том, какие деления бывают вообще у квадратной кокетки и в каком случае какая квадратная кокетка используется, то я оставлю ссылочку на видео об этом под данным видео на YouTube. Сейчас вяжем с делением на 4. То есть у нас все стороны нашей кокетки по горловине будут равны. В уголочках на регланной линии мы оставим по одной петельке. Как мы вяжем вообще топ на квадратной кокетке с делением на 4, если даже у нас нет такого ажурного узора? Мы измеряем обхват головы. В моем случае я вяжу на ребенка 6 лет, и обхват головы равен 51 сантиметр. Ну, прибавим 1 сантиметр для свободы. Получается, я буду ориентироваться на 52 сантиметра по горловине, чтобы прошла голова, потому что у нас в этом топе нет никаких застежек. Поскольку у нас 4 одинаковых стороны в кокетке, то наши сантиметры мы разделим на 4, в моем случае даже ровно получается 13 сантиметров приходится на одну сторону кокетки. Итак, знаем, что 13 сантиметров на одну сторону. Начинаем своей пряжей и своим крючком набирать цепочку из воздушных петель и прикидываем ее по длине, высчитанной нами. То есть вот это у меня цепочка 13 сантиметров, это на одну часть кокетки. В моем случае, чуть натянув, это получилось примерно 30 воздушных петель. 30 воздушных петель это у меня приходится на каждую из частей кокетки. Возьмите четное количество петель здесь, потому что у нас будет здесь впереди и сзади на топе филейная сетка, и для этой филейки нам нужно нечетное количество петель. Но у нас будет тогда 29 на филейку и 1 как раз на уголочек. Вот и будет наши 30. Здесь тоже 29 на рукавчик и 1 на уголок. То есть по 29 у нас будет в итоге петель на каждую сторону. И 4 петельки для регланных линий. С полочкой и спинкой
У нас все ясно, потому что здесь нужно было для филейки нечетное количество петель, мы их получили. Вот, в принципе, и все, что нужно знать. Осталось нам распределить вот этот узор на наших петлях, выделенных для рукавчика. В моем случае на 29 воздушных петлях. Каждый из вас вяжет из своей пряжи, своей плотностью вязания, поэтому свое количество петель у вас получилось. Теперь постараемся на этом количестве петель распределить узор. Как мы это будем делать? У нас есть схема узора для рукавчиков. Как вы видите, в ней повторяющиеся ряды есть. Имея мои 29 петель, я буду начинать с первого ряда этого узора. То есть я 3 веера смогу разместить на своих 29 петлях. Во-первых, получается, надо определиться, вы вот с этого места будете начинать, или вот с этого, или у кого тонкая нить и очень большой размер, то, возможно, даже с этого ряда будет начинать. Смотрите, каким образом мы прикинем, с какого же ряда вы будете начинать. Итак, вспоминаем свое количество петель, которое мы посчитали, что у нас приходится на рукавчик. В моем случае 29 воздушных петель. И сейчас соотнесите ваши петельки в одну из этих категорий. Вот я нахожусь вот здесь. Я должна буду начинать свое вязание вот отсюда, с этого ряда. Как вы видите, я здесь на всякий случай пририсовала еще один рядочек. Это если кто-то будет вязать из тоненькой пряжи на какую-нибудь малютку, и там будет совсем мало петель на рукавчике, и нужно тогда будет начать вот с 2 вееров, и потом переходить на 3, 4 и так далее. Я буду вот с этого ряда. Вы определитесь, с какого ряда вы будете начинать. Я специально расписала вам эти петельки. Здесь есть промежутки, например, 37 и 39. Если у вас 38, тогда вы перекиньте лишние петельки с одного плечика на полочку, например, с другого плечика на спинку, одинаковое количество петелек, и попадите тогда в одну из этих категорий. Объясню, что нижняя граница у меня взята такое количество петелек, что под каждой дугой будет пропущено 3 петельки. Дуга у нас из 5 воздушных петель, поэтому меньше 3, 2 воздушные, например. Здесь совсем не стоит пропускать, 3 это минимум. В идеале даже иногда 3, иногда 4 пропускать. Поэтому я здесь выделила еще петельки, куда желательно попасть идеально. В этих границах у нас под дугами будет 3 или 4 петли. Если вы очень близки к идеальному вот этому количеству петель, то лучше перенесите с рукавчиков петельки на полочку и спинку, как я сказала, и попадите в это идеальное расстояние. Самая верхняя граница этих пределов – это когда под дугой, где веер, пропущено 5 воздушных петель, а где нет веера 4 воздушные петли. Понятно, что у нас дуга 5 воздушных, и если мы пропустим здесь под дугой 5 воздушных петель, то вот эта дуга такой дугой не встанет. Она просто натянется вот так вот по прямой. Но все равно это вариант тоже такой, что можно связать на таком даже размещении этот узор. Поэтому я вот эти границы прописала. Определяйте себя какой-нибудь из этих границ. И теперь я буду рассказывать, что делать дальше, и вы уже будете основываться на том ряду, с которого вы будете именно начинать. Я буду вот с этого ряда начинать. Осталось нам распределить дуги на нашем количестве петель. Если у вас на этом этапе возникает какой-то вопрос, то вы пишите мне в комментариях, я вам объясню по вашему конкретному случаю. Рассматривая выбранный вами ряд, вы можете увидеть, что внутри у нас есть столбики без накида. Вот дуга, столбик без накида. Вот этот крестик первый мы не рассматриваем, только внутри ряда. И получается в моем ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков без накида мне обязательно нужно разместить на своем количестве петель, а потом уже размещать дуги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дуг.
6 столбиков с накидом, 7 дуг. По этому ряду, например, скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вам нужно столбиков разместить без накида. И 10 дуг. Здесь 12 столбиков без накида и 13 дуг. Здесь 1, 2, 3 столбика без накида и 4 дуги. Эту информацию запоминаем. Теперь с этой информацией идем дальше. Итак, из той информации, которая была сказана ранее, вы узнали, сколько у вас петелек приходится на рукавчике, определились с рядом, то есть узнали, сколько у вас внутри вашего ряда будет столбиков без накида, у меня 6, и сколько будет дуг, в моем случае 7. Я нарисовала вот такую вот схемку, 7 дуг, 6 столбиков без накида, и еще подписала те дуги, на которых у нас будут располагаться большие веера. Предлагаю вам то же самое сделать и приступим к дальнейшему расчету. Осталось одно понять, сколько мы будем пропускать под каждой дугой воздушных. Берите ваше количество петель, которое у вас приходится на рукавчик. Если вы его откорректировали, чтобы попасть в идеальную зону, то его и берите уже. Просто перераспределите тогда, сколько у вас петелек останется на полочке и спинке и сколько на рукавчиках. Берем это количество петель, вычитаем количество столбиков без накида, то есть нам нужно для них место выделить. В моем случае получается 23 петли остается на 7 дуг. Количество оставшихся петель, в моем случае 23, остается поделить на количество дуг, в моем случае 7 дуг. Получаю я 3,2. Ну там сколько-то еще. То есть в среднем 3 петельки у меня будет приходиться под каждой дугой. Иногда 3, иногда 4, потому что не целое число. 3 умножить на 7 дуг получилось бы 21, а у меня 23. 2 петельки я еще куда-то должна буду впихнуть. Ну, я предлагаю, поскольку у меня только 2 будет четверки, а остальные тройки, то эти четверки я предлагаю для вееров выделить. То есть большее количество петелек мы под веера отправим, а остальное все у меня по 3 петельки. Вот таким образом я распределила свои 29 петель. И такая схема для дуг первого ряда у меня получилась. Можно это все просуммировать, все петельки под дугами, прибавить количество столбиков без накида, и должно получиться ваше количество, оставленное для рукавчика. Сделайте такую раскладку для себя. Если и на этом этапе у вас возникают вопросы, то пишите мне. Ну вот, в принципе, и все. Если мы разместим на рукавчике эти дуги, то, можно сказать, полдела сделано. Осталось только вязать по схеме. Об этом мы будем говорить в следующей части видеоурока. То есть уже начнем вязать сам топ с ажурными рукавчиками. Ссылочку на полный плейлист по этому топу с ажурными вставками я оставлю под данным видео на YouTube, как обычно. Спасибо за внимание. Надеюсь, эта информация стала для вас полезна. Оставайтесь с Мамочкиным каналом. Пока!